отправляемся в 3 локации: Зальцбург, музей Сваровски и Инсбрук. И в этом выпуске вы узнаете ответы на следующие вопросы. Стоит ли задерживаться в Зальцбурге, если вы не фанат Моцарта? Сколько времени реально нужно на музей Сваровски и что там самое необычное? Чем так манит Инсбрук и что скрывается под золотой крышей? Кто такие Крампусы и почему фестиваль в Инсбруке такой необычный? Все это в новом эпизоде. Погнали! Наш путь по Австрии начали с Вены, далее мы поехали в Гальштадт, и сейчас наш путь лежит в Инсбрук через Зальцбург и музей Сваровски. Дорога из Гальштадта в Зальцбург на машине заняла всего 1,5 часа. Кстати, для того, чтобы спокойно передвигаться по платным дорогам в Австрии, вам необходимо купить виньетку, и лучше это сделать заранее, а не так, как мы. Она стоит всего 12,5 евро на 10 дней, и купить можно сразу на сайте, я ссылку оставлю в описании. По приезду мы оставили машину на центральной парковке и пошли гулять. А сейчас немножко слов про Зальцбург. Зальцбург вошел в состав Австрии только в 1815 году после Венского конгресса, что делает его достаточно молодым австрийским городом. Название города происходит от добычи соли, которая была важной в регионе на протяжении тысячелетий. Под Зальцбургом до сих пор расположена сеть средневековых каналов, по которым течет вода из Альп, известная как Альм-канал. Она считается старейшей туннельной системой в Европе. И как многим известно, Зальцбург — это родина Моцарта, поэтому в городе очень много мест, связанных с ним. Но если вы не фанат Моцарта, то, если честно, Зальцбург для меня — это город всего на пару часов, максимум на 1 день. Если у вас есть время и вы также путешествуете на авто, тогда для галочки можно заехать на обед, прогуляться по старому городу, выпить кофе, послушать уличных музыкантов и отправляться дальше в путь. Что мы в целом и сделали. Поэтому поехали дальше. Следующая наша локация перед Инсбруком — это музей Сваровски. И это место я точно вам советую добавить в свой лист. Посещение занимает до 3 часов в зависимости от интереса к деталям, а если вы еще и с детишками, тогда лучше остаться на подольше, так как во дворе музея очень много интересных инсталляций. Так как мы приехали вечером, мы решили остаться недалеко от музея и сходить уже с утра на выставку. Поэтому прежде чем мы туда дойдем, я хочу с вами поделиться отличным отелем. Лайки ему вообще за расположение и цену. Называется Дион отель. Из плюсов это пешая доступность до музея, бесплатный подземный паркинг, отличные номера и еще и завтрак включен. И все это за 130 евро на двоих. По мне, так это просто вообще идеальная цена для данного региона. Ну а теперь вернемся в музей. Центральный вход оформлен в виде гигантской головы великана, из рта которой бьет фонтан. Этот мотив стал иконой и символом всего комплекса. Музей был открыт в 1995 году в честь 100-летнего юбилея компании Сваровски. Внутри музея находится 18 залов чудес, и сейчас мы немножко по ним пройдемся. Например, один из залов представляет из себя хрустальный купол, который состоит из 595 зеркал, создающих особый эффект глубины и ощущения присутствия внутри кристалла. Следующая комната называется «Люстра скорби». Это одна из самых впечатляющих зеркальных инсталляций от Яёй Кусама. Яёй Кусама родилась в Мацумото, Япония, в 1929 году. Она училась в Киото и Лиге студентов-художников Нью-Йорка, и за свою карьеру она сотрудничала с ведущими люксовыми брендами, например, такие как Луи Виттон.
Не секрет, что Сваровский сотрудничает с величайшими голливудскими артистами и художниками. Поэтому в зале искусства перформанса можно посмотреть на костюмы и аксессуары, которые носили Леди Гага, Элтон Джон, Бейонсе, Мадонна, Дина Фонтис и многие другие. Но больше всего меня впечатлила комната под названием «Кристаллизация идентичности». Тихара Сёда была вдохновлена древней японской легендой о красной нити, соединяющих мизинцы тех, кому суждено встретиться. И куда бы ни завела их жизнь, нити неизбежно ведут их друг к другу. Нить связывает все. Она связывает прошлое и настоящее, живое и мертвое. Так говорила сама автор. Еще одна комната чудес под названием «Дворец любви». В комнате расположено 19 сердец, на лестнице расположено любовное послание и завершает композицию огромный настенный гобелен из кристаллов. Во дворе музея вы также найдете много инсталляций, на которые можно посмотреть, можно погулять среди них, можно просто посидеть на лавочке, полюбоваться всей этой красотой. И в общем и целом, что я хочу добавить, что большой-большой лайк этому месту, и я вам действительно рекомендую добавить его к посещению, если вы будете проездом в Инсбруке. Инсбрук встречает просто невероятной красотой, и уже сразу понятно, что здесь будет классно. Погода шикарная. Въезжаешь в город, и сразу же, что бросается в глаза, это просто невероятные горы на фоне. Ну и велосипедисты, и их здесь очень много. Дорога на машине из Инсбрука на популярные горнолыжные курорты, например, Зёльден или Ишгиль, займет у вас всего 1,5 часа. Все, мне кажется, что этой информации уже вполне достаточно, чтобы переехать сюда и остаться здесь жить до конца жизни. Но давайте начнем с интересных фактов. Название города означает «мост через реку Ин». Инсбрук стал столицей Тироля в 1429 году, и этот город дважды принимал зимние Олимпийские игры. В общем, побежали исследовать город. Мы оставили нашу машину на городской парковке, благо в Австрии это можно сделать вполне себе спокойно. А в субботу после полудня за нее еще и платить не нужно. Начинаем мы, естественно, с центра, главное не спеша прогуляться по главной улице города. Там вы найдете много магазинов, кафе, ресторанов, идеальное место, чтобы выпить кофе. К концу улицы наткнетесь уже на первую достопримечательность этого города – Золотая крыша. Она украшена 2657 позолоченными медными плитками. Она находится на главной площади города, где часто проходят местные фестивали. Мы, кстати, и попали на один из таких. Из многих уголков города можно заметить городскую башню, и при желании можно подняться на нее. Всего 148 ступеней, и вы окажетесь на самом верху. Оттуда вам откроется панорама на весь город. Конечно же, невозможно пропустить главную достопримечательность этого города – это цветные домики. Исторически цвета на фасадах использовались, чтобы выделить дома и облегчить их узнаваемость в городе. Это помогало обозначить социальный статус владельцев и делало улицы ярче и выразительнее. Также яркие цвета фасадов связаны с местными климатическими особенностями. В альпийских городах, где часто пасмурная погода, раскрашенные дома вносили радость и свет в повседневную жизнь жителей. Ну а у нас есть возможность насладиться такими видами и сделать себе яркие фото на память. В Инсбруке мы провели всего один день, и большую часть из которых мы потратили на поиск новых сноубордов. Кстати, выбор там большой. Но даже эти полдня принесли массу удовольствия и классные впечатления от города. Вам же я рекомендую планировать задержаться в городе как минимум на 2 дня и съездить на Нордкете, Альпийский зоопарк, съездить в Хофбург и посетить Бергизель. Если вы планируете все посещать и много передвигаться по городу, возможно, покупка Инсбрук-карт вам обойдется прям очень выгодно. Дальше можно просто гулять по городу и вообще наслаждаться атмосферой и всем тем, что происходит вокруг. И даже если вы приедете в зимнее время, поверьте, он вас удивит не меньше. Второй раз в Инсбрук мы попали в начале декабря и как раз на фестиваль Крампуса.
В 2025 году он проходил вечером 6 декабря. Кто такие крампусы? Крампусы — это персонажи альпийского фольклора, так сказать, рождественские чертики, спутники и антиподы святого Николая, которые наказывают непослушных детей в предрождественский период. Обычно их изображают как рогатых, покрытых шерстью существ с цепями, рогами и обязательно мешком для плохих детей. Вот так вот мы внезапно застали одну из тирольских традиций. Ну и, конечно же, зимой в Инсбруке вы сможете посидеть и насладиться рождественской ярмаркой. И, если честно, ярмарка в Инсбруке мне понравилась даже больше, чем в Вене, потому что она какая-то более маленькая, уютная, но в то же время очень много классных мест с вкусной едой, где вы можете попробовать местную еду, и также очень много магазинчиков с сувенирами, где можно много новогоднего чего прикупить. Вот такое вот замечательное путешествие у нас приключилось. Теперь мы отправляемся в Альпы, и в следующем выпуске я вам расскажу обалденный маршрут по Альпам, который занял у нас 5 дней. Это были насыщенные 5 дней. Каждый день у нас были новые локации, новые приключения, новые места. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик и ждите следующего выпуска. Он будет невероятно красивый, невероятно интересный. Все, всех обняла. Пока!